Здравствуйте, дорогие зрители! Я приготовил для вас шикарную историю про любовь. Обязательно посмотрите до конца. Это видео вам понравится. Оно трогательное. Но перед началом просмотра хотел бы вам порекомендовать интернет-магазин Roxy. Там вы найдете много интересного, начиная от одежд, заканчивая аксессуарами и так далее. Действуют хорошие скидки. Ссылка в магазин будет в описании под видео. Приятного вам просмотра. Она сидела за столиком кафе, такая печальная, что Игорю стало жаль ее. Совершенно посторонняя девушка, милая, тоненькая, с длинными волосами. Он обратил на нее внимание, так как она заняла его любимый столик у окна, но одно место было свободно. «Можно я присяду с вами, не возражаете?» – спросил он, подойдя к ней. «Садитесь, конечно, если больше некуда», – безразлично ответила она и обвела глазами полупустой зал. Игорь не растерялся и сел напротив, взяв в руки меню. Он уже знал, что закажет себе свой обычный двойной эспрессо, а перед девушкой уже стояла пустая чашка. Она задумчиво смотрела в окно. «А у вас что-нибудь случилось?» – осторожно спросил он. «Хотите еще кофе?» «Я уже заказала, мне сейчас принесут», – ответила она. И действительно, через минуту появился официант с еще одной чашкой. «Подождите, не пейте», – вдруг сказал Игорь. И поймал на себе более чем удивительный взгляд красивых глаз. «Сейчас принесут мой эспрессо, и мы выпьем вместе». Она отодвинула свою чашку в сторону, продолжая внимательно разглядывать своего непрошенного собеседника. «Может, объясните, что это значит «выпьем вместе»?» – спросила она. Игорь улыбнулся. Ему, честно говоря, просто хотелось поговорить, а точнее познакомиться с этой девушкой. Совсем недавно он расстался с Наташей. Они просто разлюбили друг друга, поэтому расстались без сожаления. И о новых знакомствах он пока не задумывался всерьез, полагаясь на случай. «А может быть, это оно и есть?» Игорь спросил. «Как вас зовут?» «Я Игорь, айтишник, свободен без комплексов». «Это я заметила», – улыбаясь, ответила девушка и назвала свое чудесное имя – Лиля. Принесли его заказ, и он попросил еще 2 эклера. «Это для дела», – сказал он девушке, когда она тихо сказала, что не любит сладкое. Поговорили еще немного. Оказалось, что Лиля работает переводчицей, сопровождает шефа на различных переговорах. Ну и всякая офисная работа тоже. Но хочет увольняться. У нее не лады с шефом. Подробности она умолчала, но по ее сверкнувшим слезинкам и нутрам Игорь почувствовал, что здесь дела сердечные. Принесли эклеры. «А теперь самое главное», – провозгласил Игорь. «Сейчас я заговорю эти пирожные, и вы должны хотя бы кусочек съесть. Но прежде загадайте свое самое сокровенное желание. Самое-самое. Ну?» Лиля снова улыбнулась сквозь слезы, подняла глаза к потолку и задумалась. А Игорь накрыл эклеры ладонями, не касаясь их, и стал что-то шептать, чего разобрать было невозможно. Наконец все было кончено. Лиля сказала, что желание задумано, а Игорь подтвердил, что пирожные заряжены такой мощной энергетикой, что желание сбудется, даже если она передумает. Девушка улыбнулась и сказала: «Ни за что не передумаю. А вы тоже загадали?» «А то», – ответил он многозначительно, – «только надо съесть все». Они допили свой кофе, который здесь всегда был очень вкусным и ароматным, съели маленькие эклеры, и у нее зазвонил телефон. Девушка посмотрела на экран и не ответила. Игорь почувствовал, что мешает, и сказал: «Поговорите, Лиля, вдруг ваше желание начало исполняться уже. Не испытывайте судьбу». С этими словами он рассчитался за двоих, пока Лиля грустно молчала в трубку, из которой доносился мужской голос. Потом подмигнул ей одобрительно и ушел, оставив ее одну со своим незримым собеседником. А вдруг и правда шутка сработала, и что-то возьмет, да и наладится в ее жизни, встанет все на свои места?
думал он, шагая к себе на работу. Лиля ему очень понравилась, но его ли это случай? Она явно ждала этого звонка, либо от своего шефа, либо от кого-то еще. А он просто подвернулся под руку, что называется. Немного развеселил, успокоил, и-то ладно. Всю неделю Игорь вспоминал девушку. Не искал, зачем ему внедряться в чужую жизнь, в чужие проблемы. Она наверняка любит этого шефа или не шефа, без разницы. Вон как была она расстроена почти до слез. И его не пыталась остановить, когда он ушел. Да нет, вряд ли она и помнит его. Разве только его клоунаду с заговором пирожных. Он брел по вечерней улице, совершенно в другом районе, думал о делах насущных, иногда сбиваясь на Лилю. Но тут же брал себя в руки и снова переключался на дела. Прошло уже 10 дней с тех пор, как они встретились. И в то кафе он специально не ходил, чтобы не травить душу. И вдруг звонкий голос с противоположной стороны: «Игорь!» Прозвучало это так отчетливо и так радостно, что он приостановился и посмотрел через дорогу. В свете яркого фонаря, как в золотистом коконе, стояла Лиля и махала ему. Проезжая часть была не очень широкой, машин почти не было, и он кинулся ей навстречу. Пара минут молчания, только взгляды глаза в глаза, говорящие больше слов. Наконец она произнесла: «Ты и правда волшебник?» «Есть немного. А что?» – спросил он, улыбаясь. «Мечта сбылась? Все хорошо?» Лиля опустила глаза и ответила тихо: «Да, сбылась. Только что. Я загадала тогда, если еще раз где-нибудь случайно встречу тебя, то...» И в этот момент он перебил ее. «То это судьба, не так ли?» Радостно закончил Игорь свою мысль и прижал девушку к себе. «У нас даже желания были одинаковые. Точно судьба». Так в обнимку они и пошли по освещенной улице, чувствуя, что к ним тихо, как по волшебству, подкралась любовь, о которой оба давно мечтали. Друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Если понравился, ставьте лайки, делитесь с друзьями и комментируйте. Жду ваших комментариев. До скорой встречи. С вами был канал Ароман.